ответить. Итак, что такое время? Вопрос-то я задал, а вот как на него ответить, не знаю. Дело в том, что специалисты разных наук отвечают по-разному. Есть люди от высоких наук, философии, филологии, в общем, неестественно-математических. Их так и называют неестественные науки, в отличие от наших, естественных. Так вот, философ сказал бы так, ну, приблизительно так: время – это длительность. На мой взгляд, это тавтология, он ничего нам не объяснил. И вообще говоря, определений времени много, они разные, и из этого следует, что одного четкого определения нет. Это очень фундаментальная вещь. И определять ее для естественных наук, то есть одни слова объяснять через другие, большой пользы нет. Естественные науки, физика, астрономия, астрофизика призваны измерять все, что происходит в природе, находить определенные закономерности, связи между измеренными величинами и строить теорию, то есть учиться прогнозировать события будущего на основе измеренных сегодня. Так вот, измерять время – это и есть наша задача. Как мы ее решаем? Есть несколько способов. Ну, например, найти в природе или создать технически какой-то периодический процесс. Если мы уверены, что он периодический, строго постоянный, один период не отличается от другого, то можно просто считать, сколько прошло периодов за определенный отрезок времени, это и будет измерение данного отрезка. Ну, об этом мы поговорим. Есть ли в природе периодические процессы? Конечно, более или менее есть. Насколько они точно сохраняют свою периодичность? И не можем ли мы, опираясь на них, создать свои часы? Второй подход – построить теорию движения. Ну, например, небесную механику или обычную механику лабораторную. И на основе уравнений механики по движению тела вычислять пройденное время. Ну, так же, как вот свободно падающее тело, мы знаем, проходит расстояние на Земле gt квадрат пополам, и, измерив пройденное расстояние, можно вычислить время от начала падения. Это тоже хороший метод, это так называемое динамическое время, и астрономы его тоже используют, но не так часто, как счет периодических процессов. У меня в библиотеке, в моей домашней библиотеке, есть несколько книг, связанных с измерением времени. Вот посмотрите на обложки этих двух весьма старых книг. Не знаю, как вам, а лично мне больше нравится левая обложка. «Фабрика времени». Мне кажется, очень точным это название, потому что мы не измеряем время. У нас нет линейки, нет чего-то перед нашими глазами неподвижно лежащего, к чему ее можно приложить. На самом деле мы создаем шкалу времени. Создаем, опираясь на свои представления о том, насколько те или иные процессы помогают нам правильно измерить время. Так вот, вернемся к периодическим процессам. Практически все современные часы так или иначе основываются именно на них. А есть ли в природе реально, по-настоящему строго периодические процессы? Ведь мы знаем, что энергия рассеивается, что энтропия нарастает. И в поисках периодических процессов, ну вот, например, шарик, брошенный на металлическую плиту, да, несколько раз подскочит, но каждый раз высота его будет все меньше и меньше, потому что часть энергии уходит в звуковые колебания, они рассеиваются в тепло. И вот вам снятая со стробоскопом история шарика, падающего на толстую металлическую плиту. Он замирает. И меняется период, меняется амплитуда. Это, конечно, сугубо не периодический процесс. Однако человек упорен, и уже давно, еще в прошлые столетия и даже тысячелетия, люди пытались найти процессы, которые бы повторяли из раза в раз себя. И вот, например, песочные часы. Мне кажется, это очень интересный механизм. Он пережил тысячелетия. Никто не помнит создателей песочных часов, но мы до сих пор ими пользуемся.
Ну, попробуйте вспомнить какой-нибудь прибор, который пережил тысячелетия и остался актуальным. Честно говоря, я не могу вспомнить. Ну, столовые приборы, вилки, ножи, но это не считается. А физический прибор. Мне кажется, песочные часы – единственный прибор, переживший тысячелетия. И ведь довольно загадочный. Вот справа я сфотографировал те песочные часы, которые достались мне от бабушки. Они очень старые. И обратите внимание, там не только песочек в колбочках, но еще и минутные деления. И они имеют одинаковый размер. Я всегда смотрю с удивлением на это, потому что пока песка много в верхнем сосуде, давление на срезе сосуда в районе дырочки большое. И, казалось бы, песчинки должны пересыпаться быстро. А они пересыпаются с постоянной скоростью, независимо от того, как много песка осталось в верхнем сосуде. Это удивительно. Я измерил, неоднократно переворачивая часы, точность их хода. И знаете, оказалось, не такая уж она и низкая. В течение 10-минутных интервалов, много раз переворачивая часы, я увидел, что средняя ошибка составляет около 3 секунд. То есть 0,5%. Согласитесь, это неплохо для такого примитивного, древнего, чрезвычайно просто устроенного механизма. Именно поэтому песочными часами люди пользуются до сих пор. Грубо измерять отрезки времени, сравнимые с минутами, довольно легко и надежно этим прибором. Конечно, были и другие варианты подобных приборов. Например, водяные часы, где капельки воды, перетекая из одного сосуда в другой, наполняя его, показывают нам изменение уровня, ну и его можно разделить на определенные часы, минуты и, может быть, даже секунды. Но, честно говоря, этот прибор, изобретенный позже песочных, долго не просуществовал. Вы сейчас не найдете того, кто пользуется водяными часами. Мне как-то пришлось видеть действующие водяные часы. Это было в Южной Корее, в музее национальном. Там, видимо, воссоздали. Они выглядели довольно современно, но конструкция была вполне древняя. Это довольно крупный механизм. Именно потому, что скорость истечения воды зависит от ее уровня в верхнем сосуде. Поэтому приходится поддерживать этот уровень. Там сифон определенный, заставлять перестекать его из сосуда в сосуд. Это, в общем, неудобный и не очень точный механизм, прибор. И, видимо, поэтому он быстро вышел из употребления. Ну и весьма громоздкий и дорогой. Правда, кое-где их использовали в качестве садовых украшений. Вот клипсидра, водяные часы древнегреческой конструкции, правда, делали их в средние века в основном, но они не гнались за точностью, а просто украшали быт тех, кто гулял по паркам. Малоизвестное направление часового искусства – огненные или огневые часы. Насколько я знаю, ими пользовались монахи средневековые, переписчики Библии, переписчики древних книг. Работали они, как и мы с вами, в основном по ночам. Им нужен был источник света, а заодно еще и часы. И вот так, разделив свечу на деление, они грубо определяли час ночи. Иногда это были не свечи восковые, а лампадки, заправленные каким-то маслом, обычно, или керосином, может быть, более поздние времена. Обратите внимание на эти два рисунка. Левый сделан художником, современным художником, иллюстратором. В принципе, он понимает, как работают огневые часы, но сосуд для масла у него цилиндрической формы. А это, конечно, неправильно, потому что с понижением уровня масла будет меняться его давление, и на фитиле огонь будет все меньше и меньше, и скорость понижения масла будет уменьшаться. А вот справа правильные. Я их увидел в музее, и обратите внимание, что сначала сосуд широкий, а вниз к донышку его сечение уменьшается, потому что уменьшается скорость расхода масла. И в этом смысле древний
изготовитель огневых часов был как-то более сведущ в физике, ну, по крайней мере, эмпирически понял, как надо, какую форму сосуда надо создавать. Деление на этих часах показывают, что это несколько часов до полуночи, потом 12 часов ночи и несколько часов до утра, до восхода солнца. То есть это истинно ночные огневые часы. Довольно любопытный механизм. Ну, такого рода механизмы были и в Китае распространены. Правда, там иногда жгли определенные свечи такие ароматические, но они служили будильником одновременно, потому что на эту спираль можно было в нужных точках подвесить небольшие бусинки, и когда фитилек догорал до этой бусинки, она падала, ударялась о поднос, и звон мог сообщить тому, кому это требовалось, что прошло определенное время, надо просыпаться или кончать некоторые свои занятия, которые могли бы продолжаться весьма долго. Огневые часы были не только спиральные, были горизонтальные. Вот китайские огневые часы-будильник. Там пара бусинок переброшена, висит на нитке, переброшенной через свечу, и когда горизонтально горящая свеча доходит, она пережигает ниточку, и бусинки падают. Тоже на любой час ночи можно, так сказать, завести этот будильник, и он вас разбудит звоном о поднос. Все это были довольно примитивные механизмы, но мне кажется интересно представлять себе эволюцию часов. Однако обратимся к более современным механизмам. Маятник. Мы знаем, что маятник очень хорошо выдерживает период своих колебаний. К сожалению, о сожалении тут нет речи, просто так устроена природа, колеблясь с большой амплитудой, это левый рисунок, период колебаний маятника зависит от самой амплитуды. Поэтому если энергия будет рассеиваться, амплитуда немножко уменьшаться, то и период будет уменьшаться. Это не очень удобно для часов. Но довольно давно физики, и насколько я знаю историю нашей науки, это был одним из первых был Галилео Галилей, определили, что при малой амплитуде колебаний период колебаний не зависит от самой амплитуды. Но от чего он зависит, мы знаем. Школьная формула подсказывает нам, что он зависит только от длины подвеса. А все остальное константы. 2π математическая константа, а g это константа ускорения свободного падения. Конечно, немножко оно меняется в зависимости от вашей географической широты, но в каждом конкретном месте это тоже константа. Итак, только от длины маятников в каждом месте на Земле зависит период его колебаний, если амплитуда их невелика. Но дело вот в чем. Галилей и его соратники, последователи заметили это явление, но как его использовать для работы часового механизма? Ведь маятник постепенно остановится, если не добавлять ему энергию. Каким-то образом надо поддерживать колебания маятника с одной стороны, а с другой не мешать этим колебаниям, оставить их свободными, чтобы сохранялась простая физика и работала наша формула. И вот к этому решению пришли не сразу, но оно нашлось. Анкерный механизм. Анкерный спусковой механизм маятниковых часов. Мы знаем, как устроены простейшие маятниковые часы. Источник их энергии, как правило, в старых часах, это гиря. Те, кто помнит еще старые бабушкины ходики, помнят, как бабушка по утрам тянула за цепочку и поднимала гирю в верхнее положение. А потом в течение суток гиря опускалась и приводила в работу весь часовой механизм. А кто же регулировал скорость этой работы? Маятник. Но он был устроен так, что в основном его колебания были свободными, никто ему не мешал. Он не был связан с шестеренками, вращающими часовые стрелки. Но в определенные моменты его подталкивал этот механизм немножечко, давая ему не потерять энергию колебаний, сообщая небольшие толчки в нужном направлении.
Вот в левой части этого рисунка как раз вы видите анкерный механизм, анкерное колесико и коромыслица. Работал он вот так. Анкерное колесо сдерживалось зубчиками маятника. Он не давал ему вращаться слишком быстро, чтобы гиря его не раскрутила сразу. Он каждый раз при одном колебании отпускал колесико на зубчик. Но эти же зубчики подталкивали сам маятник и поддерживали амплитуду его колебаний. Вот самый простой анкерный механизм вы сейчас наблюдаете. Ну, может быть, даже где-то увидите часы настенные или башенные, где вживую этот механизм покажет, как он работает. Перед вами самый простой вариант. Конечно, были сложные, были очень сложные анкерные. Ну, вот один из усложненных механизмов, более надежный, более четкий. Ну, конечно, чем проще механическое устройство, тем оно надежнее на самом деле. И вот башенные часы с боем, точность таких часов была небольшая. Поэтому всегда нужен был часовщик, который проверял и подправлял ход таких часов. Но все-таки они в течение суток вполне выдерживали ход времени и удовлетворяли и средневековых жителей больших городов, ну и вплоть даже до нашего времени. Такие часы я хорошо помню в нашем доме в конце 50-х годов прошлого века работали. Ну, большая точность в быту не требуется, поэтому они свою роль исполняли. А кому требуется большая точность, те, конечно, улучшали механизм маятниковых часов. Вот перед вами рисунок астрономических маятниковых часов. Тут предусмотрено многое, чтобы точность хода была высокой. Ну, во-первых, анкерного механизма нет. Колебания маятника поддерживаются электромагнитами, которые немножко подталкивают его в нужные моменты. Они там внизу обычно. К тому же подвес маятника на очень твердом сапфировом кристалле, который не деформируется, а значит, рассеяния энергии нет. Ну и все это заключено в стеклянную колбу, из которой откачан воздух, чтобы не было сопротивления воздуха качанию маятника. То есть многое тут приведено практически к идеалу. И такие астрономические часы служили нам, в частности, в нашем институте. Вот они как раз перед вами сейчас сфотографированы. Это самая совершенная конструкция середины 20 века, часы Федченко. Точность, относительная точность хода 10 минус 8. То есть надо совершить 100 миллионов колебаний, чтобы ошибиться на одно колебание. Ну, если мы вспомним, что в году примерно 30 миллионов секунд, то за 3 года эти часы могли ошибиться примерно на 1 секунду. Ну, мне кажется, для механического устройства это замечательная точность. И все. И эволюция маятниковых часов на этом завершилась. Это был предел, которого удалось достичь, выше которого не поднялась техника. Но маятник не так уж хорош, если вам требуются часы для переноски. Ну, например, карманные, наручные или на корабле, на каком-то транспорте. Тогда тряска, движение уже вызывает сбои в колебаниях маятника, и часы хорошо работать не будут. Поэтому механики обратились к другой колебательной системе, где гравитация, простите, где гравитация не так важна, а роль гравитации берет на себя пружина. Ну, я показал вам пружинный маятник. Конечно, он не совсем точно отражает ту мысль, которую я хочу продемонстрировать. Речь идет об упругости. Упругость и масса. Упругость и масса могут создать нам колебательную систему. И такая колебательная система, такой маятник вращательный, используется в наручных, например, или в карманных часах. Раньше они были в моде. Там роль массы играет колесо, ну а роль упругости отдана такой туго скрученной тоненькой пружинке.
Колесо вращается вправо-влево, его колебания поддерживаются. Кстати говоря, анкерным механизмом. Вот это колесо, и такой же точно анкерный механизм, но уже связанный с пружиной, а не с маятником, и с пружиной, а не с гирей, позволяет поддерживать вращательные колебания этого балансира, который, в общем, задает темп хода наручным часам. Вот такой балансирный механизм, он был изобретен, точно не знаю когда, по-моему, в начале 19 или в конце даже 18 века, но дожил до сегодняшних дней. Многие дорогие часы известных фирм все еще имеют такой балансирный механический прибор внутри себя. Ну, конструкции наручных часов самые замечательные, но мы же говорим об астрономии, поэтому я вам покажу несколько оригинальных наручных часов. Обратите внимание, обычно на циферблате наручных часов 24 часа, но на этих, на обычных 12, конечно. Вот перед вами мой часовой механизм, на нем, конечно, 12 часов, и, наверное, на ваших тоже. Но на фотографии 24-часовой циферблат, и вы, наверное, уже догадались, для кого такие часы создавались. Обратите внимание на карту Антарктиды, помещенную на циферблате. Да, этими часами снабжались наши полярники, которые отправлялись к северному, а чаще к южному полюсу, в Антарктиду, потому что там были у нас долговременные станции, да и сейчас еще 5 станций работают, в советское время их больше было. И там, конечно, трудно в течение полярного дня или полярной ночи сориентироваться, в какой половине суток вы живете, до полудня или после полудня. И, конечно, такой 24-часовой циферблат, он помогает сориентироваться и в точности соблюсти графики радиосвязи с материком и так далее. В общем, это полезные часы. До сих пор такие часовые механизмы в нашей стране производят. Например, современные, штурманские. Автоматы, значит, они с автоматическим подзаводом, когда рука, на которой они висят, движется, там специальный такой тяжелый груз движется в противоположном направлении и подзаводит основную пружину, дающую ход этим часам. Это механические часы, заметьте, не электрические, потому что людям в особых ситуациях, на полюсах или в полете, или во время военных действий негде искать батарейку для электронных часов. И они пользуются вот этой головкой для подзавода или просто размахи руки автоматически заводят эти часы. Их делают не только в нашей стране, и западные фирмы, и восточные фирмы, довольно известные, изготавливают такие часы. И вот конкретно на этих, давайте посмотрим на их циферблат более внимательно, есть любопытная особенность. Кроме 24-часовой градации для стрелки часов, есть еще внешний круг, разграфленный по сторонам горизонта. Восток, запад, юг, север тут отмечен красным треугольничком. То есть в каком-то смысле это еще и компас. А разве часы могут заменить компас? Оказывается, в полярных районах вот такие часы с 24-часовым циферблатом очень легко заменяют компас. Часовая стрелка делает в сутки 1 оборот, Солнце во время полярного дня делает 1 оборот по небу. Если вы немножко подумаете, вы легко поймете, как, зная тот часовой пояс, где вы в данный момент находитесь, определить направление на юг и на север. Тем более, что вблизи полюсов магнитный компас уже не годится, он нас подведет. Магнитные не совпадают с географическими полюсами. А вот такие часы, они вполне позволяют сориентироваться путешественнику вблизи Северного или Южного полюса. Механические часы в разных направлениях развивались. Было бытовое направление, где большой точности не требовалось, но хотелось как-то
усложнить механизм, чтобы сделать его универсальным. Ну, перед вами, например, каминные часы, планетарий. В верхней части моделируется движение Земли вокруг Солнца, движение Луны вокруг Земли от того же самого механического привода вот этих вот заводных пружинных часов. Тоже довольно любопытная конструкции. Ну, вы знаете, наверное, примеры, где очень сложные часы-календари, часы-планетарии механические. В Праге, например, башенные часы создавались. Но точность хода у них, конечно, невелика. Вот у этих конкретных 20 секунд в сутки. Ну, представьте, прошел месяц, и у вас накопилась ошибка почти в час. Это не годится, если нужно измерять время точно. А кому это нужно? Прежде всего, в прошлом это нужно было морякам. Морякам не так важно знать час суток. Им важно знать свои географические координаты. И вот для них создавались специальные морские хронометры. Это большая задача была. Не сразу ее решили. И даже английское адмиралтейство премию учредило тому, кто изобретет часы, способные не терять точность хода даже в сложных условиях морского плавания, когда соленый воздух, влажный ветер, качка корабельная, и все это не сбивает часы с точного хода. А зачем они нужны? Да потому, чтобы можно было измерить свою долготу. Широту моряк может определить довольно просто. Дождался ночи, измерил высоту полярной звезды. Ну, конечно, есть более точные методы по высоте Солнца, там, по высоте некоторых звезд в момент кульминации. Но так или иначе, достаточно иметь угломерный прибор, например, секстант морской, и широту свою вы определите в течение суток легко. А как определить долготу? Только так, как это помогают сделать часы. Если вы поставили часы, сверили их с часами в порте отправления, и у вас есть морской ежегодник, то есть расписание движения небесных светил, то где бы вы ни плыли, в каком бы Тихом океане ни нашлось место, вы можете посмотреть на кульминацию тех или иных светил, их прохождение через небесный меридиан, и сравнить с временем кульминации в порте отправления и с солнечным временем кульминации в том месте, где вы оказались. Разница этих времен и есть разница ваших географических долгот порта и вашего корабля. Пока не появился такой точный механический прибор для измерения времени, морской хронометр, у моряков были колоссальные ошибки в измерении долгот. Но постепенно этот прибор был создан. Вот один из вариантов перед вами. Он постоянно модернизировался. Вот, насколько я знаю, последний вариант морского хронометра, он где-то в конце 60-х годов прошлого века был. Он даже не только имеет карданов подвес, видите, карданов подвес, там часы не качаются. Даже если коробка испытывает качку вместе с палубой корабля, а часовой механизм остается ориентированным горизонтально, потому что он в кардановом подвесе. Но еще тут и некоторые электрические приборы используются для подогрева, для термостатирования, так скажем, для подсушивания этой коробки. В общем, это сложный механизм, замечательно сделанный, и он сразу позволил морякам повысить точность измерения долгот. К чему это привело? Сейчас мы увидим некоторые карты географические до и после изобретения морского хронометра. Любопытно, что морские хронометры фактически не вышли еще из употребления. Хотя у нас есть другие источники точного времени, мы о них поговорим, электронные, атомные. Но на всякий случай, мало ли что, морской хронометр всегда может помочь измерить точное время. И вот давайте посмотрим, как моряки воспользовались. Эта карта Земли была составлена до появления морского хронометра. Кстати, он довольно поздно появился. Фактически в начале 19 века только начали им пользоваться. Ну и обратите внимание на контуры материков. Скажем,
Тихого океана тут вообще еще не случилось, его как-то так не увидели. А Африка по широте все правильно, а по долготе все смещено, потому что долготы определяли неправильно. Ну и, наконец, когда появились точные приборы для измерения времени, морские хронометры, контуры материков приобрели современный вид, как на настоящих наших географических картах. Еще не были сделаны многие открытия, Антарктиды еще нет, Северную Америку недостаточно исследовали, с Австралией не разобрались, а Африка приобрела современные контуры, потому что моряки плавали там, в Индию, скажем, вокруг Африки, и довольно точно нанесли на карту долготы всех побережий. Но время идет, и механические часы уступили свое первенство электронным. Первыми появились кварцевые. Как устроен кварцевый механизм? Вот с ним мы должны познакомиться детально, потому что мы каждый день постоянно им пользуемся. Вот сейчас я говорю с вами с помощью компьютера и тоже пользуюсь кварцевыми часами. Я имею в виду не эти, не мои наручные часы, хотя они тоже кварцевые. Тут есть батарейка, и все, что вы сейчас видите на слайде перед собой, значит, это примерно такие же часы. Только у меня аналоговая со стрелками, а там на картинке цифровая индикация. Но механизм тот же. Как они устроены? Есть генератор переменного напряжения. Оно довольно высокочастотное, примерно 32 кГц. И он подает свое переменное напряжение на обкладке конденсатора. Слева нарисован конденсатор. Между обкладками зажат маленький кристаллик кварца. Ну а мы знаем, что у кварца есть способность к пьезоэлектричеству. Если мы его изогнем, на его гранях появятся положительные и отрицательные электрические заряды. Если мы подадим разные заряды на его грани, кристаллик кварца изогнется. Это пьезоэлектрический эффект. Так вот, подавая переменное напряжение на этот конденсатор, мы заставляем кристаллик кварца все время изгибаться, дрожать, вибрировать. Но каждый из нас, физиков, знает, что любая система колебательная любит колебаться на собственной частоте. Тогда она достигает максимальной амплитуды. Так вот, собственные колебания частоты этого маленького кристаллика регулируют, влияют на частоту колебаний электрогенератора и стабилизируют ее, и заставляют его, генератор, колебаться с той же частотой, какая характерна для этого маленького кристаллика кварца. Вот так задается темп работы часов. Ну а дальше эти 32 с небольшим килогерца делятся, из них получается 1 герц, то есть секунда, из 60 секунд минута, час, ну дальше можем там дни, недели и так далее, календарь сделать, и все это выводится на индикатор. Либо цифровой, как здесь, либо на стрелочный, аналоговый. Внутри кварцевые часы выглядят примерно так. У них есть два важнейших элемента. Ну, во-первых, источник энергии, батарейка, и, во-вторых, сам кристаллик кварца. Вот тут вы его заметите на правой фотографии, маленький серебристый цилиндр в нижней части фото. Именно там заключен кристаллик кварца. К нему подходят два проводничка, на них подается переменное напряжение, кристаллик там вибрирует. Почему я говорю, что это важно? Потому что сердцем любого современного компьютера являются кварцевые часы. Именно они стоят на материнской плате больших компьютеров, ну, в общем, везде, в том числе и вот в этих часах. И до сегодня, пожалуй, и не найдешь устройства, где не было бы процессора, электронной схемы, фактически компьютера, сложного или не очень сложного, а сердцем любого современного компьютера являются кварцевые часы. По сути, это механические часы. Там механические колебания кристаллика задают темп их работы. А уж как их превратить в показания часов, это дело техники. Либо аналоговым образом, вращением стрелок, либо цифровым образом, digital,
показаниям цифр на жидкокристаллическом циферблате. В продаже почему-то эти часы называются по-разному. Кварцевые те, где стрелки, а электронные, где цифровая индикация. На самом-то деле это одно и то же. Вот сейчас я вам показываю, ну просто чтобы проверить вашу внимательность, внутреннюю часть электронных часов, там батарейка, там кристаллик кварца, увидите, в алюминиевом цилиндрике справа наверху. Как вы думаете, это цифровая или аналоговая индикация у этих часов? Если бы мы их перевернули, мы увидели бы стрелки или цифры, которые бегут по циферблату? Ну, я думаю, многие догадались. Во-первых, заводная головка, но это не заводная, а только для перевода стрелок. А во-вторых, слева внизу мы видим соленоид, катушечка с тонко намотанным проводом. Соленоид дергает якорь электромагнитный и таким образом переводит стрелки. То есть это, конечно, аналоговая, стрелочная индикация у этих часов. Пойдем дальше. Кварцевые часы, конечно, могут быть по-разному исполнены. Это могут быть простые наручные, а могут быть лабораторные, где кристаллик кварца термостабилизирован, при постоянной температуре находятся разные системы, которые напряжение стабилизируют и так далее. То есть серьезно сделанные, и, конечно, у них точность хода намного выше, чем у наших наручных часов. Вот такие лабораторные часы поддерживают точность, ну, почти миллионная доля секунды в сутки. Ну, может быть, несколько миллионных долей секунды в сутки. То есть они весьма-весьма точны. Но в погоне за точностью во второй половине 20 века люди изобрели атомные часы. Их еще называют квантовые, что тоже правильно, потому что речь идет о квантовых переходах внутри атомов. Первые, конечно, были громоздкие, тяжелые, потом их стали делать все более компактными. Сегодня такие маленькие атомные часы, что их можно даже на материнскую плату компьютера поставить, представьте себе. Но точность хода у них потрясающая. Относительная стабильность 10 минус 13, 10 минус 14. То есть за миллионы лет даже самые простые атомные часы не ошибутся даже на 1 секунду. Как они устроены? Ну, самый распространенный вариант – это цезиевые часы. Их обычно называют не часами, а стандартом частоты. Ну, фактически это одно и то же. Стандартная частота колебаний – это и есть процесс измерения времени. Слева небольшой сосуд, где атомы цезия нагреваются и в виде отдельных атомов, в виде пара летят дальше. Почему именно цезий-133 выбран для этой цели? Дело в том, что другого стабильного изотопа цезия в природе не существует. И если вы химическим образом выделили цезий, то это всегда будет один и тот же 133 изотоп. Это очень удобно, потому что иногда у других веществ может быть много стабильных изотопов, а у каждого своя частота колебаний. Итак, атомы цезия летят, некоторые из них возбуждены, некоторые в нейтральном состоянии, на нижнем уровне. Магнитный сепаратор разделяет их, и только возбужденные отправляются дальше. Они попадают в такую металлическую коробку, резонатор электромагнитных волн. И там, с другой стороны, в эту коробку приходит электромагнитная волна, созданная генератором электромагнитного колебания, с частотой близкой к собственной частоте переходов электрона на внешней орбите этого атома. Если генератор попал в частоту колебаний электронов цезия, то, естественно, цезий в результате вынужденного излучения отдает свою энергию возбуждения, становится нейтральным, ну и летит дальше. Дальше стоит сепаратор. Он разделяет атомы возбужденные от невозбужденных. У них разный магнитный момент, поэтому так можно их разделить. Ну и потом приемник. Если генератор, подающий электромагнитную волну сверху, этот резонатор, попал в частоту колебаний,
значит, все атомы цезия разрядились, и полный поток будет разряжен, нейтральных атомов, ну, невозбужденных атомов. И прибор это отметит. Поэтому обратная связь прибора с генератором позволяет ему точно поддерживать частоту колебаний, характерную для атомов цезия. Вот так, собственно, они устроены. Лабораторные атомные часы, ну, в данном случае цезиевые, ну, это довольно солидный такой ящик тяжелый, но, собственно, от него и не требуется большой легкости. Он в лаборатории работает. Точность хода 10 минус 14. Ну, это значит, ну, где-то порядка миллиона лет нужно прождать, пока на 1 секунду ошибутся эти. Да, несколько, значит, около 3 миллионов лет. Да, 3 миллиона лет ошибка в 1 секунду накапливается. С появлением цезиевых часов стало ясно, что астрономия уже не годится как наука для точного измерения времени. Почему? Мы пользовались земным шаром, его вращением, как наиболее надежным прибором для измерения времени. Мы измеряли сутки, делили их на часы, минуты, секунды, но выяснилось, и примерно в середине 60-х это выяснилось, а к 67 году окончательно стало ясно, что вращение Земли происходит неравномерно. Она то быстрее, то медленнее вращается. И у астрономов эту привилегию хранителей времени отобрали. И теперь атомные часы являются хранителями времени, а астрономы с помощью атомных часов измеряют скорость вращения Земли. Вот посмотрите на этот график. Отклонение длительности суток, ну, от идеальной, которую задают нам атомные часы. Как видите, есть сезонный ход. Вот каждый такой зубчик – это длительностью в 1 год. И есть какой-то тренд, который показывает долговременные колебания длительности суток. Они невелики. 1, 2, иногда 3 тысячных доли секунды в течение суток. Но вполне измеримы. С сезонными колебаниями мы, ну, в общем, разобрались. Они связаны с определенными морскими течениями, ветрами, которые немножко влияют на вращение твердого тела Земли. Иногда с такими странными событиями, как осеннее опадение листьев. Ну, представьте себе, лиственные растения в основном в северном полушарии, Канада и наша Сибирь, ну и Европа тоже. И вот вдруг в течение нескольких, 2 недель все листья падают на землю с крон деревьев. Это огромная масса. И когда эта масса приближается к оси вращения Земли, ну, там на 10-15 метров, момент инерции Земли уменьшается, скорость вращения увеличивается, а весной происходит обратный процесс. А вот средним трендом, который в течение 5-10 лет меняет скорость вращения планеты, тут еще предстоит разбираться. Видимо, это какие-то геологические процессы внутри нашей планеты, наверное, в мантии, под корой, которые тоже влияют на вращение Земли, но с этим пока еще до конца разобраться не удалось. Таким образом, с 1967 года секунда никак не связана с вращением Земли. Это 9 миллиардов 192 миллиона 631 тысяча 770 ровно периодов колебаний электрона между 2 сверхтонкими уровнями основного состояния атома, точнее говоря, изотопа цезий-133. Вот так установлена секунда. Это с точки зрения физики. А астрономы этому теперь подчиняются и используют эту секунду для своих астрономических измерений. Вообще говоря, есть не только не только цезиевые, но и другие атомные часы. Вот, пожалуй, на 2-м месте по распространенности стоит водородный стандарт частоты. У атома водорода на нижнем уровне есть расщепление, сверхтонкая структура основного состояния. Она связана с тем, что электрон имеет спин и магнитный момент. И протон имеет свой спин, свой магнитный момент. И эти 2 магнитика в атоме водорода
могут быть ориентированы двумя разными способами. Север к северу или север к югу. В зависимости от того, как они ориентированы, разная энергия у атома водорода. Ну, когда север к северу, она побольше, когда к югу поворачивается север электрона, она немножко поменьше. Вот этот переворот спина электрона, он вызывает излучение радиочастоты, длина волны 21 сантиметр. Это всем известная, всем астрономам известная волна, на которой шумит весь космос, потому что он заполнен водородом. Но в данном случае это используется для изготовления стандарта частоты. Ну, примерно то же самое. Атомы водорода, молекула диссоциируется, атомы летят, магнитный сепаратор разделяет их на возбужденные и невозбужденные. Возбужденные попадают в накопитель, такой резонатор, и там высвечиваются. И из резонатора выходит радиоизлучение с длиной волны 21 там, с копейками сантиметров, частота 1400 и много-много после запятой знаков мегагерц. Она служит эталоном частоты. Атомные часы совершенствуются год от года. Были созданы они в начале 50-х, и к сегодняшнему дню достигли невероятной точности хода, настолько высокой, что уже приходится думать о том, чтобы как-то остановить движение самих атомов. Когда они хаотически летят в резонаторе, то за счет доплеровского эффекта сдвигается частота их колебаний, принятая нами. Поэтому их там замораживают с помощью лазерного света, там создают такую структуру стоячих волн, и атомы останавливаются. В общем, лазерное охлаждение используют, и тогда точность повышается. На сегодняшний день, насколько я знаю, наиболее точный атомный стандарт частоты, он пока лабораторный, его еще в промышленности не используют, ошибется на 1 секунду за время жизни Вселенной. Фантастика. Вопрос. А кому такие точные часы нужны? Ответ. Всем нам. Атомные часы нам необходимы. Зачем? Хотя бы для того, чтобы пользоваться системой глобального позиционирования. GPS, GLONASS и другие системы спутниковой навигации используют атомные стандарты частоты. Вот сейчас о них и поговорим. Во-первых, они нужны всем. Ну, прежде всего, конечно, геодезистам, которые очень точно координаты измеряют. Вот перед вами геодезический прибор для измерения собственных координатов, используя сигналы GPS, GLONASS, ну и других сейчас несколько систем спутниковой навигации, работает китайская, индийская. А это, конечно, такой массивный прибор. Ну и мы с вами в любом небольшом гаджете, там, в сотовом телефоне, в планшете у нас обычно есть тоже GPS или GLONASS навигатор, мы им пользуемся. Ну, геодезисты очень точно измеряют координаты, поэтому они могут движение материков даже отслеживать. Для этого нужно измерять координаты с ошибкой в несколько миллиметров, чего, конечно, нормальные простенькие навигаторы не дают, но геодезические позволяют. Но нам с вами достаточно и нескольких метров, согласитесь. Как же это работает? В космосе летают спутники. Ну, например, возьмем систему GPS, наверное, она все-таки наиболее популярная сегодня, хотя и GLONASS тоже набирает популярность, наша, отечественная. GPS – американская система. GPS – Global Positional System – глобальная система позиционирования. Летают несколько спутников, обычно 24 действующих спутника по орбите. И чем начинен спутник? Да почти ничем. Там атомные часы и радиопередатчик. Радиопередатчик транслирует на Землю сигналы точного времени, выработанные атомными часами. По сути, и все. Также точно и наш GLONASS. И все спутники используются примерно так же. Значит, в чем суть? Как работает эта система? Спутники летают по орбитам с разным наклонением, то есть фактически над всеми точками земного шара. Где бы вы ни находились, вы этих спутников несколько у себя над головой обязательно увидите. Специальная система, астрономическая система, отслеживает положение спутников на орбите и прогнозирует их положение, ну, там, неделю, полторы недели вперед.
Для этого есть очень специализированные телескопы. Нам надо знать, где спутники находятся и где они будут в ближайшее время. Мы измеряем расстояние до них, раз, и измеряем особенности гравитационного поля Земли, чтобы уметь прогнозировать полет спутников. Для этого запускаются другие отдельные спутники. Вот, например, спутник Лагеос. Это массивный объект, внутри никакой электроники, просто кусок металла, литой шар, ну, примерно полметра диаметром, на поверхности которого много-много призмочек, так называемые ретрорефлекторы. А по сути трехгранные призмы, вот перед вами фотография такой, которые обладают очень простым геометрическим свойством. Откуда бы луч света на них не упал, отразившись от двух-трех граней, он уйдет обязательно в направлении прихода, то есть уйдет к тому, кто его излучил. Лазеры устанавливаются на специальных телескопах. Лазерный луч нащупывает спутник, отправляет к нему сигнал, а отраженный приходит на телескоп по времени пролета, мы определяем расстояние до спутника и таким образом знаем, где он на орбите. После этого небесные механики вычисляют движение спутника и понимают, как гравитационное поле Земли устроено, какие гармоники в разложении по сферическим гармоникам гравитационного поля нужно учитывать, чтобы точно прогнозировать полет. И вот спутники системы GPS, например, мы можем прогнозировать их полет, ну, скажем, на неделю вперед, на самом деле чуть больше. Эти данные, прогноз, отправляются на спутник. Он их хранит в своей памяти и время от времени сбрасывает, в виде радиопослания на Землю всем потребителям, в том числе и нам с вами, на наши телефоны, где есть навигаторы, приходят сигналы точного времени. Простите, сначала приходят сигналы точного положения, расписание движения спутников, так называемый альманах. И наш прибор хранит этот альманах, чтобы знать, где спутник будет в ближайшее время. Как же он определяет наше положение на Земле? А вот как. Со спутника передается сигнал точного времени. Там атомные часы работают. И водородные, и цезиевые, иногда одновременно и те, и другие. Эти сигналы точного времени достигают нас, затратив на это какое-то время, дельта-Т. Наш приемник сравнивает их с тем временем, которое у нас идет в нашем навигаторе, и видит, каково время распространения сигнала от спутника до нас. Умножает на скорость света и получает расстояние до спутника. А положение этого спутника мы уже знаем заранее по расписанию его полета. Где спутник знаем, расстояние до него знаем, значит, мы с вами находимся на поверхности шара с этим расстоянием. Но этого еще мало, знать, что на поверхности шара. Тогда мы получаем сигнал от второго спутника и определяем, где мы относительно него, тоже на поверхности какого-то шара. Очевидно, эти два шара обязаны пересечься. В общем случае это будет окружность. Мы где-то на этой окружности. Дальше понятно. Мы получаем сигналы от третьего спутника. Шар, описанный вокруг него, пересечет эту окружность, в общем случае, в двух точках. Мы в одной из них. Можно считать, что задача решена. Потому что одна из этих точек наверняка окажется либо в космосе, либо под землей, а вторая точка на поверхности Земли. Ну, а мы-то с вами на поверхности Земли. Так что, вообще говоря, сигналы от трех спутников точно сообщили бы нам свое положение. Но загвоздка в том, что на спутнике летают атомные часы, а у нас с вами в нашем приборе какие? Кварцевые. А точность их хода не так велика. Поэтому нам надо получить сигналы от четвертого спутника. Во-первых, он уточнит, в какой из этих двух точек мы находимся, но главное, он нам даст четвертое уравнение. 4 уравнения, в которых 3 неизвестных – это наши пространственные координаты, а четвертое неизвестное – это поправка хода наших часов, наших кварцевых часов, которые в нашем телефоне. И тогда задача решена полностью. Вот 4 шага, которые позволяют понять, где мы находимся. Значит, минимум 4 спутника нужно увидеть у себя над головой, чтобы
система GPS, ГЛОНАСС или любая другая сработала. А сколько мы видим на самом деле? А вот эта моделька показывает, сколько спутников над головой у наблюдателя. Вот там голубая точка по Земле, где-то в средних широтах, движется. Посмотрите, меньше 6, по-моему, не бывает. А временами до 12 доходит. Но, как правило, 8-10 спутников всегда у нас над головой. Но, правда, это только в том случае, если горизонт открыт. Если вы находитесь где-то на море или в степи, где ничто не закрывает вам небесный свод. Тогда вы видите много спутников, и всегда уравнений больше, чем неизвестных получается. Но в городе могут быть проблемы. Железобетонные здания закрывают большую часть неба, и далеко не каждый спутник над горизонтом реально виден вашему прибору. Так что в городе могут быть проблемы с навигацией, а за городом их, конечно, быть не должно. Их и не бывает. Вот так мы познакомились с приборами. А теперь вспомним об астрономии. Древние люди могли использовать только естественные часы. А ими, конечно, служили Луна, Солнце, небесные светила. Солнце – главный часовой механизм. Вращение Земли, движение Солнца по небосводу, связанные с этим, конечно, всегда были основным часовым механизмом древнего человека. Правда, некоторые древние люди, ну или средневековые люди, предпочитали Луну. Ну, ради шутки можно вспомнить, что говорил Козьма Прутков о Луне и Солнце. Помните? Луна важнее Солнца. Она светит ночью, а Солнце днем, когда и так светло. Это шутка, но то, что Луна светит ночью в период полнолуния, это факт. И, например, народы Аравийского полуострова, пустынные народы, днем практически не могут работать и передвигаться по открытой местности, очень жарко. А ночью, в период полнолуния, когда Луна освещает, они могут гонять караваны верблюдов от оазиса к оазису. Так что вот арабские народы предпочитали лунный календарь, и Луну считали главным светилом на небе, отнюдь не Солнце. Ну, конечно, народы средних широт, мы с вами, мы предпочитаем Солнце как измеритель времени. Вот солнечные часы элементарно, просто воткнув палочку, гномон, вертикально стоящую палочку в горизонтальную поверхность, можно измерять время. Это иллюстрация из романа Жюль Верна «Таинственный остров», наверное, многие узнали. И там, не имея никакой возможности измерить время, Сайрус Смит создал часы солнечные, и они даже широту места показали, и, в общем, и долготу показали, координаты можно было измерить. У него в руках сейчас, в левой руке механические часы, он сравнивает их ход, как нормальный моряк, использует морской хронометр с солнечными часами на данном неизвестном никому острове. Солнечные часы дожили до наших дней. Ну, такие примитивные может сделать любой, и, кстати, делают их. Путешествуя по Европе, по Западной Европе, я часто, почти в любом городе, в любой небольшой деревне встречаю солнечные часы, конечно, ну, как предмет украшения садов и парков, а мало кто ими пользуется как часовым механизмом. Вообще говоря, в прошлом они вполне были, серьезно к ним относились и улучшали их конструкции. Вот перед вами солнечные часы, где есть даже ход, суточная параллель Солнца. Вот наклон этой шкалы часовой, он соответствует наклону небесного экватора, но положение связано с положением Солнца на эклиптике. И суточное движение Солнца параллельно экватору происходит именно вот по этой суточной параллели. И ее установка, внизу слева, видите, циферблат, приглядитесь внимательно, там дни и месяцы. В течение года Солнце меняет свою высоту над экватором, двигаясь по эклиптике. И вот эти часы вполне точно отрабатывают неравномерность хода солнечных часов, связанную с наклоном эклиптики к экватору. Но они не могут учесть неравномерность, связанную с движением Земли вокруг Солнца по эллиптической орбите. Это тоже приводит к неравномерности видимого движения Солнца на небосводе. А вот более продвинутые часы, ну это уже современные такие, учитывают это.
А часовые механизмы, связанные с Солнцем, могут быть самыми забавными. Ну, ночью мы используем не Солнце, а положение звезд. Например, положение ковша большой медведицы. Так традиционно используется. Для этого специальные простенькие механические ночные часы. Арабы очень их любили делать. Использовались вот ноктюрн или ноктурну. Звездные часы, где просто положение звезд ковша отслеживается, и, зная день года, вы всегда можете повернуть внутренний циферблат, а поинтер, вот этот указатель, поставить в соответствии с положением звезд ковша. И тогда точно узнаете ночное время. Солнечное и звездное времена идут в разном темпе. Мы это хорошо можем заметить, например, глядя в окно, ну, в хорошую погоду, в один и тот же час по нашим гражданским, то есть солнечным часам. На юге Орион, март. Тот же 21 час по солнечному времени, а Орион уже сместился к западу. На его месте большой и даже малый пес. Почему? Да потому что Земля в течение месяца прошла 1/12 часть по своей орбите, и теперь при той же ориентации относительно Солнца мы ориентированы иначе относительно звезд. А значит, солнечные сутки и звездные сутки имеют разную продолжительность. И для астрономов это важно. В течение одних суток Земля должна делать один оборот вокруг себя. Относительно звезд так и происходит. Это звездные сутки. Но чтобы восстановить свою ориентацию на Солнце, ей надо еще чуть-чуть повернуться, потому что за сутки Земля проходит примерно 1 градус по своей орбите. 360 градусов орбита, 365 суток в году, примерно на 1 градус надо довернуться. Этот 1 градус обходится ей в 3 минуты 56 секунд и там еще небольшие десятые доли. Примерно в 4 минуты. На 4 минуты времени звездные сутки короче солнечных, или солнечные длиннее звездных. Мы это используем, собственно говоря, измеряя прямое восхождение светил в часах, минутах и секундах. Мы таким образом используем старую методику астрономов измерять по положению звезд на небе звездное время. Насколько, какой угол от меридиана прошло светило, зная его прямое восхождение в часах, минутах и секундах, столько времени оно на это и затратило. Ну, вот связь между длительностью среднего, конечно, солнечного и звездного времени. Тут перед вами, когда будет время, посмотрите внимательно на этот слайд. Сезоны года. Ну, я не буду детально на этом останавливаться. Мы все знаем, почему меняются сезоны из-за наклона земной оси к плоскости земной орбиты. Но это же как раз приводит к неравномерности работы солнечных часов. Солнце движется по эклиптике в течение года и параллельно экватору в течение суток перемещается. Кстати говоря, продемонстрирую вам любопытный слайд. Студент, насколько я помню, австралиец, на своей австралийской обсерватории в Канберре сделал камеру обскуру, положил ее на год неподвижно лежать и наблюдать южную, а точнее северную часть неба. Это же Австралия. И вот Солнце прописало своим движением по небосводу весь свой годичный путь. От восхода до заката, от летнего солнцестояния до зимнего солнцестояния. Довольно любопытная фотография. Может быть, кому-то из вас захочется повторить этот опыт. Просто камера обскура, маленькая баночка, можно из-под пепси-колы использовать, и кусочек фотопленки, если она еще у кого-то есть. Из-за разницы в географических широтах длительность светлого и темного времени суток меняется, мы это хорошо знаем. Ну, на этом я не буду останавливаться, это, в общем, тривиальные вещи для нас с вами. Замечу, напомню причину, по которой солнечные часы работают неравномерно. Солнце движется по эклиптике, и, значит, относительно экватора перемещается с разной скоростью в течение года. Например, вблизи точек равноденствия, когда эклиптика пересекается с экватором, Солнце по эклиптике проходит по гипотенузе, грубо говоря, треугольника, а вдоль экватора
покатистого, который короче. А вблизи летнего или зимнего солнцестояния движение по эклиптике и по экватору, это правая часть снимка, правая часть чертежа, оно параллельно происходит. Так что проекция Солнца на экватор, а именно она работает в экваториальных солнечных часах, она меняет свою скорость. И вот учет этого называется уравнением времени. То есть учет того, что тень от гномона на циферблате солнечных часов движется с непостоянной скоростью. В уравнение времени входят два компонента. Уравнение центра – это как раз движение Солнца по в плоскости эклиптики неравномерная. Земля-то по эллиптической орбите перемещается. Второй закон Кеплера с разной скоростью. И из-за наклона эклиптики к экватору. В сумме это дает уравнение времени. В астрономии много шкал времени. И они для разных целей все используются. Солнечное время, самое привычное нам, но оно идет неравномерно, значит, надо среднее солнечное время использовать. Звездное время, ну, оно довольно равномерное. Хотя тоже Земля не совсем равномерно вращается, мы это знаем. Время на разных долготах разное, значит, надо какой-то стандарт иметь. Ну, у нас стандартом служит гринвичское, или мы его называем всемирное время. Динамическое время – это вот как раз по движению светил, так сказать, обратным пересчетом находим время. По движению планет, например, в Солнечной системе. А динамическое земное, динамическое барицентрическое. Тут уже вмешивается общая теория относительности, которая говорит, что с разной скоростью время идет при разном гравитационном потенциале. И, например, над Землей не так быстро, вернее так, чем дальше вы от земного шара, тем выше темп работы часов. Чем ближе вы к Земле, а еще и вглубь Земли, больше гравитационный потенциал, тем медленнее идут часы. И в частности, это надо учитывать в работе GPS, GLONASS и прочих навигаторов. Потому что спутник над Землей летает довольно высоко, 20 тысяч километров. Мы на Земле сидим, движемся. И тут у нас ход часов немножко медленнее, чем там атомные часы на спутнике происходят. Ну и прочее, прочее. Но это, конечно, тонкости. А в быту нас интересует среднее солнечное время, по которому мы живем, декретное время, объясню, что это такое, и поясное время. Вот к поясному мы сейчас и обратимся. Чтобы упростить счет времени в небольших географических районах, например, в пределах города или области какой-то, или даже штата какого-то большого, или края, или даже целой страны, ввели поясное время. Весь земной шар разделили на 24 пояса по долготе и решили, что внутри каждого пояса будем считать время одинаковым. Не такая уж большая разница в солнечном времени, если разница долгот всего там 15 градусов туда-сюда. Но пересекая границы часовых поясов, будем переставлять часовую стрелку вперед на 1 час, если мы на восток движемся, и назад на 1 час, если на запад. Идея была хорошая, но она начала преломляться. Например, странам или областям удобно по своим административным границам проводить эти границы часовых поясов. И вот постоянно меняются административные, государственные границы, постоянно приходится перекраивать карту часовых поясов. Они уже настолько не пояса, что их называют часовыми зонами. Time zone. Или zones, много зон. И карта все время поддерживается в текущем состоянии. Астрономы стараются, чтобы это было так. Посмотрите на, например, территорию России. Она огромная. По долготе она вытянута так сильно, что на ней укладывается много часовых поясов, точнее часовых зон в современном языке, это так. А некоторые страны пренебрегают этим. Например, Китай. Он не стал делить свою территорию на часовые зоны. На всей территории Китая действует пекинское время. Хотя, конечно, тем, кто живет в районе Тибета, оно совсем не похоже на среднее солнечное. Ну, что делать? Приходится жить. Есть страны с очень необычным счетом времени. Например, не на целый час от всемирного, от гринвичского, а на полчаса. Иран.
Афганистан, Индия, у них на целое и еще половинку часа. А маленькая страна Непал вообще оригинально поступила на 45 минут, на целое число, на 5 часов и 45 минут впереди всемирного времени живут. Честно говоря, я до сих пор не выяснил, по какой причине это так. Какие-то там были политические неурядицы между Индией и Непалом, насколько мне журналисты непальские это объяснили, и они вот решили так немножко отодвинуть свою часовую стрелку от индийского времени. Но это еще связано и с религиозными, и с какими-то политическими делами. В общем, сложная система счета времени. Вот на этой карте насыщенностью красного цвета показано, насколько гражданское время, то, которое мы реально на часах своих носим, отличается от среднего солнечного для данной местности. Ну, естественно, для Китая в районе Тибета очень сильно, но и на территории России тоже. Вся территория красная. Это не политическая карта, это карта часовых зон. Почему? Да потому что у нас на территории России, как и ранее на территории СССР, действует еще и добавочное, декретное время. Декрет – это государственный указ, приказ, закон. Еще в начале советских времен, там, 20-е годы, в 30-х окончательно перешли к декретному времени, переведя стрелки всех часов на час вперед по сравнению с поясным. Зачем это было нужно? Тогда это было нужно, чтобы люди пораньше просыпались, использовали светлое время суток наиболее полно, чтобы раньше ложились спать и не жгли лишнее электричество или свечи, или керосин. Сегодня это, конечно, не актуально. Сегодня потребление электроэнергии практически равномерно происходит в течение суток. Главные потребители отнюдь не наши домашние лампочки. Тем не менее, декретное время в нашей стране сохраняется, и это плохо. От него давно уже надо было бы отказаться, и я надеюсь, мы с вами убедим тех, кто принимает такие решения, а мы, астрономы, обязаны им подсказывать это, что декретное время – это лишнее усложнение нашей системы счета времени. К тому же и границы часовых зон в нашей стране что-то стали слишком быстро изменяться. Вот посмотрите, 25-й год довольно точно соответствует часовым поясам. Следующее изменение в 1967 году произошло, почти полвека прошло. А потом 2010, 2011 и, наконец, 2014 мы перекраивали границы часовых зон. А это нехорошо. Время – такая субстанция, которую лучше лишний раз не трогать. Нам нужно синхронизовать очень многие стороны нашей жизни. Логистика вся, взаимная работа компьютеров, людей. Все взаимосвязаны, все железнодорожные, аэрофлотские, другие компании составляют свои расписания, им надо знать, где, на какой территории, как исчисляется время. Поэтому как можно реже надо менять саму систему исчисления времени, границы временных зон, систему вот таких надбавок, всех этих декретов лишних. Призываю вас, как людей, продвинутых в этой области, подсказывать своему политическому руководству, ближайшему и более далекому, более высокому, что система счета времени должна быть простой, понятной и как можно более стабильной. Всемирное координированное время – это последнее, о чем мы сегодня поговорим. Темп работы всех современных часов задают атомные часы. Они хранятся в специальных подземных лабораториях, в очень недоступных местах, в термостатированной обстановке и, прям скажем, недоступные разным военным конфликтам, атомные часы задают нам ход времени. И они понятия не имеют о том, как вращается Земля. Когда восход Солнца, когда заход Солнца. Но для нас с вами это не безразлично. Нам все-таки хочется просыпаться утром, а засыпать вечером. Поэтому есть специальная служба астрономическая, которая следит за движением Земли и подправляет ход атомных часов. Конечно, никто не вмешивается в их работу. Они тикают с постоянной
скоростью. Но мы можем индикацию времени изменить. Например, если немножечко длительность наших суток, реальных солнечных суток, увеличилась, мы можем внести лишнюю секунду в счет атомных секунд. И так и делается. Потому что Земля понемножку замедляет свое вращение, длительность суток реально увеличивается, и нам время от времени приходится координировать, подправлять ход атомных часов. Ну вот, посмотрите, как на графике меняется длительность, и потом мы восстанавливаем счет секунд. Каким образом? Вносится лишняя секунда. Leap second, ну, можно сказать, високосная секунда, как 29 февраля вносится в длительность года високосного. По соглашению високосную секунду можно вносить только дважды в году. 31 декабря в конце суток и 31 июня тоже в конце суток. 60-я секунда в счет часов вносится. Ну, возьмем 31 декабря. На носу Новый год. Исполнилось 23 часа, 59 минут, 59 секунд. Сейчас закончится 59-я секунда, и что должно начаться? Должна начаться первая секунда, первой минуты, первого часа, 1 января следующего года. Нет. Если решено подправить счет времени и внести лишнюю секунду, то после 59-й начинается 60-я секунда. И вот по ее истечении уже начинается Новый год. Каждый раз это решение принимается в зависимости от того, что астрономы намерили, измеряя движение, наблюдая движение Земли. Вот за последние 25 лет вносились вот эти лишние секунды, или координированные секунды, в 93-м, 94-м, 95-м, почти каждый год. В 97-м, 98-м, 2005-м, огромный разрыв, 7 лет. В 2008-м, 2012-м, 15-м, 16-м. И с тех пор, по нынешний 19-й год, Земля как-то стала стабильно вращаться, и нам не требуется внесение лишней секунды. Вот я знаю, что решение по данному году уже принято. Лишние секунды 31 декабря не будет. Ну, дальше посмотрим. По крайней мере, последние 3 года Земля что-то стала стабильно вращаться. Ну, ненадолго, видимо. Потом лишнюю секунду придется вносить. Вот так мы координируем работу атомных часов, согласуя их с движением земного шара. Спасибо. На этом я закончил рассказ. Я надеюсь, сейчас мне покажут ленту чата, и если там появились ваши вопросы, у меня на это будет ровно 5 минут. Часы показывают, что 5 минут до окончания нашей встречи, потому что дальше мне не разрешат с вами общаться. Где там чат? Есть что-нибудь? Хотел раньше запомнить. Так, спасибо. Что есть правда в прогнозах лунного календаря? Вопроса не понял. Лунный календарь следит за движением, расходами, заходами Луны. Там все правда. Расскажите, если можно, об ускорении и замедлении времени. Спасибо заранее. Если имеется в виду релятивистский эффект, то это только замедление времени. Значит, если вы быстро движетесь, оно замедляется у вас по сравнению с покоящимся наблюдателем. Если вы в мощном гравитационном поле, то оно замедляется у вас по сравнению с тем, кто вдали от гравитирующих объектов. Вот и все. Как производится синхронизация атомных часов на разных телескопах? Ну как? С помощью, грубо говоря, осциллографа биения наблюдаются, сравниваются сигналы с тех и других часов и стараются совместить. Как правило, раньше это делалось на обычном осциллографе, сейчас, конечно, на электронном, но, в общем, осциллограф тут в первую очередь используется. Так, это все благодарности. Из-за неравномерности вращения Земли, насколько точно мы можем предсказать
какое было небо на какую-нибудь дату в прошлом? Замечательный вопрос, замечательный. Действительно, Земля замедляется медленно, но если взять, скажем, на 2000 лет назад, то Земля примерно на треть своего оборота не добирает сегодня. И если мы делаем расчет, скажем, лунных, солнечных затмений в прошлом, ну, там, во времена рождения Иисуса Христа, 2000 лет назад, то по какой части Земли, земного шара, пройдет тень Луны, мы неправильно предскажем, потому что положение Земли при равномерном ее вращении будет не таким, как при реальном замедляющемся. И вот это как раз нужно учить, и это учитывается, начиная еще со времен Исаака Ньютона, тогда впервые это заметили. Вот таким образом мы это учитываем. Так, где можно найти звездные карты для работы в классе на уроке астрономии? Ну, купить. В общем, выписать и купить. А школьный астрономический календарь показывает, ну, там, правда, не очень подробная карта. Есть там в виде подвижной карты она сделана. Ну, ребят, сегодня все можно купить. Ну, в моих книжках они неплохие звездные карты есть. Вот в справочнике «Вселенная от А до Я», которые, ну, по-моему, имея интернет, вы просто распечатать их можете. Синхронизация не темпа, а абсолютного значения времени. Как производится синхронизация атомных часов на разных... Ну, это я уже ответил на этот вопрос. Все, вопросы иссякли, и время у нас тоже иссякло. Вот 1 минута, в течение которой я просто могу попрощаться с вами и сказать, что время – это самая сложная часть астрономии. Во-первых, потому что она просто сложная, многообразная. А во-вторых, потому что она прямо касается нашей жизни. И тут надо посвятить ей много уроков и много деталей школьникам объяснить, чтобы они, став большими начальниками, не портили систему счета времени, а упрощали ее и приближали к естественной, не придумывали разных сложностей для того, чтобы люди проще ориентировались и не теряли времени даром. Спасибо, всего доброго, до свидания.